Всем привет! Пришла побегать по берегу океана. Нацепила телефон на стабилизатор, поэтому во время бега скачков и дерганий камеры не будет. Немножко ускорю потом изображение и наложу звук, потому что бежать и разговаривать, к сожалению, довольно проблематично. Поэтому либо бег, либо рассказ. Заодно посмотрите, как люди бегают, занимаются серфингом и прочими видами активности. Ну что, побежали? Здесь справа по вечерам практически всегда пикники американцев. Если помните, я снимала здесь видео неоднократно. То есть здесь можно как тусоваться на травке, так и вон там под навесом. Это один из излюбленных пляжей для серфингистов. Вон, видите, они там ловят волну. Тут все занимаются спортом, бегают по утрам. По асфальту, конечно, бежать удобнее, чем по песку. Далеко не все бегают, кто-то гуляет с собачками, кто-то ходит быстрым шагом. В любом случае физическая нагрузка по берегу океана очень полезна. Вот такой вот красивый вид. Это беседка спасателя. Обычно он тут сидит, не знаю, как сейчас. Потому что с обеих сторон здесь серфингисты. Вон вверху домики с видом на океан. Иногда бывает прибой и дальше не пройти. То есть вода доходит до зеленых насаждений. И, к сожалению, не побегать. Но сегодня у нас это получится. Очень удобно жить в этих домах, потому что можно спуститься и побегать, позаниматься серфингом, и не надо никуда ехать. Вон там наверх дорога ведет, это на фуникулер или на лифт. Его здесь называют лифтом. То есть на лифте можно подняться наверх, и не надо идти по ступенькам. Температура воздуха сейчас в районе 22-25 градусов. Изредка поднимается до 28. На солнце, как правило, всегда тепло, а в тени все-таки прохладно, потому что здесь в
всегда холодный ветер с океана. В этом есть свои плюсы, потому что даже в самую жаркую погоду прохладно. Но есть и минусы, потому что когда холодно, еще и холодный ветер с океана, не совсем комфортно. Вот кто-то бегает туда-сюда. Как раз в этом месте с вами спускались на пляж. Сейчас поднимемся, пойдем по набережной, потому что по берегу дальше не пройти. Там уже волны. Дома, если помните, я вам рассказывала, здесь все стоят от 15 до 20 миллионов. И также продается земля. Ну вот мы добежали практически до конца. Послушайте шум прибоя. На самом деле это сказочно. Если бегать каждое утро по берегу океана 3 километра, а потом еще полчаса силовая нагрузка и фигура-конфетка обеспечена. Ну, естественно, при правильном питании, при соблюдении колоража. Да, вот когда рассказываешь, кажется, все так просто, а как только доходит до дела, так выясняется, что не все так просто, что нужно еще иметь силу воли, время, прилагать усилия. Надо в один из этих домиков переехать. Будет больше стимула бегать по утрам вдоль океана. Сейчас мы побежим в обратную сторону. Вон наверху, наверное, скорее всего, апартаменты. А тут вот частные домики. Те, которые от 15 до 25 миллионов долларов. Есть даже земля. Но земля, конечно, здесь дорогая. Вон серфингисты плавают, ждут волну. Сегодня, кстати, их немного. Сегодня четверг. Наверное, в выходные побольше. Вот, видите, здесь камни. Это как волнорезы, чтобы в случае высоких волн они не доходили к домов и гасились вот здесь вот на подходе. Вот так вот здесь симпатично. Здесь еще один спуск к океану. Кстати, вот этот вот кусок земли слева от меня огромный. Я не знаю, он вроде как не продается, но домов там нет. То есть, если кто-то хочет, можно приобрести и построить дом. Так, чего у нас здесь написано? Dana Point. Absolutely no collecting. А, что нельзя собирать крабов? Что тут пишут? А, то есть animals никаких не трогать. Ничего не трогать. Про рыбу ничего не сказано. Наверное, тоже нельзя. Рыба, наверное, тоже в animals включена. А это вот территория. Нельзя алкоголя, собак, курить, велосипеды, кемпинг, собирать натуральные материалы. То есть что, камушки нельзя собирать, да? Так поймают, оштрафуют. А, видимо, тут спуск катеров на воду. Видите? Прям к воде подъезжает. То есть здесь можно подъехать прям на машине и спустить на воду. Вот сейчас, наверное, поймает серфингист волну. Не поймал. Ну ладно. Туда даже кто-то пробрался.
Но мы отправляемся в обратную сторону. Вот справа меня участок. Если дрон долетит, мы над ним пролетим. Он абсолютно пустой. Мне даже кажется, тут два участка. Такое большое пространство. Можно купить и построить дом. А вот наш вид в обратную сторону. Везде стоят мусорки, лавочки для особо уставших. А мы прибежали вон оттуда. То есть, если до конца добежать, то получится как раз 3 километра. Вон серфингисты. Вот домики симпатичные. В общем, если есть рай на земле, то он здесь. Ну все, отключаюсь, побежала дальше. Кстати, в этих домах живут и русские в том числе. То есть далеко не все живут на улицах, как считают мои хейтеры, подписчики. Многие в состоянии купить себе дома или на худой конец апартаменты. То есть здесь на самом деле те, кто работает, недвижимость могут позволить себе купить. Как я уже рассказывала, те же трак-драйверы могут накопить за 2-3 года и купить дом в Техасе. Там они стоят недорого, 200-300 тысяч, и купить полностью за кэш дом в Техасе. Но в Калифорнии, естественно, купят в кредит, заплатив первый взнос. Но, тем не менее, тоже могут позволить себе купить дом. Вполне приличный, те же трак-драйверы, медсестры. Конечно, работникам Walmart посложнее, им приходится дома подешевле покупать и не так близко к океану. Но если в семье оба человека работают, даже в Walmart они вполне себе могут позволить купить недвижимость в Калифорнии. Не все покупают дома на самом берегу океана или далеко. Можно купить подальше, в той же Ладере раньше. Там можно найти недвижимость подешевле. А если хочется приличный дом, то можно переехать в другой штат, там будет зарплата чуть-чуть поменьше, но при этом будут ниже налоги, больше дома, больше других льгот. Кстати, много штатов, где погода прям один в один, климат как в России. Многие размещают сторис, и кажется, как будто бы ты находишься в России. И при этом там качество жизни несколько раз дешевле, чем в Калифорнии. Здесь, конечно, дорого, потому что люди со всего мира мечтают жить здесь. Китайцы приезжают, вкладываются в недвижимость здесь. Они в другие штаты практически не едут, хотят жить тут, в таком прекрасном климате, потому что в Калифорнии самый лучший климат для пенсионеров. То есть лучше климата нет нигде. Во Флориде он слишком влажный, а здесь он самый оптимальный, какой может быть. Ну и плюс отличная медицина, это очень важно для пожилых людей. Кстати, отвечая на комментарии, что сюда уезжают в основном одни неудачники, еще раз повторю, среди моих знакомых много успешных людей, которые были успешными в России, точно так же здесь многого добились. Так что далеко не так. Уезжают сюда не только из-за зарплат, а также из-за климата, из-за образования. Потому что в первой сотне вузов половина это американские вузы мира.
зависит от того, чем ты занимаешься. Так же, как и доктора и медсестры, абсолютно в каждой специальности есть менее оплачиваемые специалисты, более оплачиваемые. Поэтому, если задастся целью, то можно достичь больших высот. Есть еще такое мнение, что если аналогичные усилия приложить в России, то можно добиться того же самого. Да ради бога, прикладывайте, добивайтесь. Я считаю, что все-таки выхлоп в США при аналогичных усилиях он будет больше. И финансовый, и карьерный, и плюс есть уверенность в завтрашнем дне и стабильность, что тебя никто не обманет, не кинет, потому что вот у моих друзей, которые занимаются торговлей, крупной техникой, транспортом, без конца то своруют что-то на складе, то силовые структуры трак остановят, с товаром надо выкупать, взятки давать. В общем, все-таки много разных непредсказуемых факторов в России. И плюс все-таки, когда в США есть бизнес, здесь очень хорошо помогает государство владельцам бизнеса. То есть и кредиты прощают государственные в той или иной степени, и стимулирует, спонсирует. В общем, здесь вариантов много, все для людей. В одном из этих домов справа живет наша русская девочка. Мы иногда здесь по понедельникам занимаемся фитнесом. Некоторые сюда даже пешком приходят, чтобы к нам присоединиться. Это в период встреча, вот посмотрите на серфингистов. Вот они тут сейчас ловят волну. Очень красивое зрелище, не отрываться пошел. Ну, у меня съемка ускоренная, поэтому не рассмотришь. Вот там еще кто-то пошел. Можно стоять и смотреть бесконечно. Это красиво. Еще один. Вот здесь дорога вверх идет, и как раз набережная вдоль домов, по которым мы с вами гуляли, делали видео. Мамочка с ребенком. Обратите внимание, какой чистый пляж, только водоросли лежат, мусора нигде нет. Только, естественно, вот такой вот мусор. То есть здесь не принято что-то раскидывать, как правило, все за собой убирают. И также каждый день ходят уборщики и убирают мусор. Еще один подписчик написал, что у хороших врачей и квартиры большие в Москве, и дома в Подмосковье, и квартиры на Черноморском берегу. Но вы знаете, квартиру на Черноморском берегу я бы, например, не хотела. Дом где-нибудь в Крыму я бы не отказалась. Но опять же, что там делать врачу? Там зарплаты в районе 20-25 тысяч у врачей. Да, если вот даже если вот этот дом подарил, туда переехал, то что там делать? Только на лето приезжать, а кто будет смотреть зимой за домом? То есть я, например, не считаю какой-то привилегией иметь квартиру на Черноморском побережье. Тем более практически нигде к морю не подойти, там где квартира. В том же Сочи все перекрыто санаториями, и пройти к морю от квартир очень проблематично. Либо нужно платить за вход на территорию санатория, либо как-то куда-то ехать
часа. Я еще дрон пустила. Вот, кстати, симпатичные домики на первой линии. Тут тоже они в районе 20 миллионов стоят. Конечно, на первой линии все дорого. И плюс еще у них там платить около $1000 в месяц. И нельзя там травку, там еще что-то. Вот туда, там где есть Home Association, там следят за травкой, за кустиками. Чтобы кустики не выходили на улицу, на проезжую часть. То есть здесь все строго. Если покупать такой дом на первой линии, то месяц уже даже с учетом первого взноса платеж в месяц будет около $100 000 в месяц. То есть эта зарплата должна быть не ниже $1000 в месяц доход, чтобы жить в одном из этих домов. Понятно, что даже врач себе не может. Владелец магазина, да, но не врач. Или владелец еще какого-нибудь крупного бизнеса, корпорации, или чего-нибудь подобного. Так что меня спрашивали, где весь народ. Вот он здесь на набережной, приезжает на машинах, идут заниматься серфингом, бегают, гуляют с собаками, катаются на велосипедах. Смысл вокруг домов гулять, когда есть возможность 5 минут, и ты возле океана, и бегать и отдыхать возле океана. Вот тут эти симпатичные домики, дорогие, красивые, с красивыми лужайками, все практически с бассейнами. Тут без бассейнов домов нет, с дрона это видно. Пролечу, покажу. Единственный минус у этих домов, что там много людей, все смотрят, но никого это видно не напрягает, я бы не хотела, я бы не выбрала более спокойное место, чтобы никто не ходил, не смотрел на него. Он есть тоже место для пикника, можно делать шашлык, гриль. Это наверху скалка. Сегодня мы, кстати, на моно хотел пролетим, очень красивый. Наша экскурсия подходит к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!